Всем привет! Сегодня на моем канале нежнейший ананасово-малиновый пирог с легким ароматом апельсиновой цедры. Готовится он просто и быстро, получается всегда изумительно вкусным, красивым, мягким и воздушным. Пирог просто тает во рту. Сочный сладкий ананас превосходно сочетается со свежей ягодой и ароматной апельсиновой цедрой. Это те продукты, которые мне понадобятся для пирога. Вначале соединяю пакетик разрыхлителя с мукой. Муки по рецепту 325 граммов. Перемешиваю. В другую миску выкладываю 250 граммов мягкого сливочного масла, всыпаю 200 граммов сахара, пакетик ванилина и щепотку соли. И начинаю взбивать миксером. Взбиваю до полного растворения сахара и посветления массы. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, так как все продукты обязательно должны быть комнатной температуры. Во взбитую массу добавляю натертую цедру одного апельсина. Цедра придает пирогу невероятный аромат. Все хорошо перемешиваю. Если в тесто добавляются какие-то специи или пряности, например, корица или мускатный орех, то делать это нужно тоже на этом этапе. Затем вновь включаю миксер. И не прекращая взбивать, добавляю по 1-4 яйца. Как только одно яйцо полностью соединилось с маслом, добавляю следующее. Чтобы масло не свернулось и не отслоилось, масло и яйца должны быть одной температуры. После того, как добавила последнее яйцо, хорошо взбиваю массу до однородности и пышности. После этого во взбитую массу постепенно добавляю муку с разрыхлителем. Делаю это в 3-4 этапа и каждый раз хорошо перемешиваю. Тесто получается очень удачное, мягкое, воздушное, ароматное. Кстати, начинка для такого пирога может быть разной. Пирог можно печь с разными фруктами или ягодами. Например, очень вкусно получится с грушами, вишней или абрикосами. Выпекать пирог буду на противне размером 32 на 40 см. Дно ничем не застилаю и не смазываю. Выкладываю тесто на противень и равномерно разравниваю его по всей поверхности. Распределила тесто ровным слоем по форме, пока отставляю его в сторону. Тем временем делю каждую ананасовую дольку пополам. У меня сегодня консервированный ананас, но можно взять и свежий. Для пирога понадобится 12 долек. Если свежий ананас, то весом примерно 600 граммов. Если же банка консервированных ананасов, то объемом 850 мл. В итоге у меня получилось 24 половинки. Раскладываю их на подготовленное тесто. Для удобства вначале раскладываю по углам и по двум противоположным сторонам, а потом постепенно заполняю дольками середину. Так получается разложить более ровно. Пирог выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов вверх-вниз без конвекции 30-35 минут. Вы смотрите по состоянию вашей духовки. У меня пирог выпекался 30 минут. Он получается вот такой вот румяный, золотистый, идеально пропекся. На готовность проверяю зубочисткой. Она должна быть полностью сухой. Еще теплый пирог смазываю джемом. У меня сегодня джем облепиховый, также можно взять и абрикосовый. Стараюсь не задевать ананасовые дольки. Промазанному пирогу даю немного остыть, не вынимая из формы. А после украшаю ягодами свежей малины. Вместо малины можно украсить пирог и клубникой. Тоже получится очень красиво и вкусно. Сверху посыпаю сахарной пудрой. Пирог просто тает во рту. Получается изумительно вкусным, мягким, воздушным и невероятно нежным. Сочный сладкий ананас превосходно сочетается со свежей малиной и цитрусовыми нотками апельсиновой цедры, делая пирог очень ароматным. И при этом он готовится очень быстро и просто. Этот пирог часто выручает меня, когда хочется чего-то действительно вкусного к чаю, но нет времени на долгую готовку. Если хотите побаловать себя или своих гостей вкусной выпечкой, то обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Разрезаю на порционные кусочки. Все ингредиенты с указанием точного количества, как всегда, будут в описании под видео.
Всем желаю приятного аппетита, не забудьте подписаться на мой канал, впереди будет много интересных рецептов. В следующем видео я поделюсь рецептом своего любимого салата-закуски, который я готовлю на каждый праздник или просто под настроение. Этот салат можно готовить в любое время года. Хорош он еще тем, что часть компонентов можно менять в зависимости от ваших предпочтений или наличия продуктов в холодильнике. Это оригинальная, необычная и очень вкусная закуска, которой можно разнообразить любой стол. Гости точно оценят ее по достоинству. Чтобы не пропустить рецепт, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.